Друзья, всем привет! Да, я знаю, что до конца сезона осталось уже 3 дня, и не совсем, наверное, логично выпускать видео с лучшими колодами за такой короткий срок до конца сезона. Тем не менее, хочется попрощаться с текущей метой. Мне она на самом деле нравилась. Были интересные колоды, были прикольные колоды. И о лучших колодах на данный момент сегодня и поговорим. 7 лучших колод, которыми эффективнее всего по статистике заканчивать данный сезон. Приятного просмотра. И открывает топ-колод уходящего сезона колода с големом. Да, все-таки голем прорвался в топ-7 колод. Вот такая сборка с королем скелетов. Очень хорошо себя сейчас показывает в топе мира. 52,3% винрейт. Лучший результат показывает Air Surfer на момент записи видео. Ну и, друзья, вы, как всегда, можете ознакомиться со статистикой матчапов, посмотреть, какие матчапы положительные, какие отрицательные. Колода с големом, да еще и, вернее, с ночной ведьмой, да еще и с королем скелетов. Это должно быть интересно. Так, ладно, духа исцеления мы пропустим. Давайте выставим короля скелета. Мне нравится вот так начинать. Так, ну он поставил надгробие, поэтому мне свое надгробие ставить смысла нет. Давайте ночную ведьму. Хотя, наверное, не стоило на эту сторону. Давайте вот так вот я попробую сделать. Активировал, успел. Давайте летучие мышки. Стрелы все испортили. Ладно. Варварскую бочку придется скидывать, иначе мини-генераторы урон нанесут. Не хотелось бы. Одну тычку все-таки нанесли. Ладно. Давайте надгробие поставим. Пока не понимаю, чем он играет. Ну теперь понимаю. Я думаю, здесь нет никакого смысла что-либо выставлять. Я лучше начну свою атаку. И давайте короля скелетов поставлю, как раз чтобы он душами напитался от вот этих скелетиков. Так. Не успел использовать обилку. Ой, все плохо. Хотя, надгробие, я думаю, нам здесь поможет. Ну и активацию главного здания проведем, конечно же. Активация произведена. Конечно, я урон большой по ним получаю, но... Сам виноват, рискнул до двойного эликсира и наткнулся на шустрого шахтера, который, конечно же, жестко контрит всяких танков. Давайте варварскую бочку скинем. Ну, будем сейчас играть от защиты. Конечно, молния в этой игре нам вообще не пригодится, к сожалению. Потому что у него явно фаербол-бейтовая колода. Хотя вот так вот молнию можно отдать. Так, давайте-ка я торнадо еще отдам. Пусть стрелы используют. Не хочет, смотрите-ка. Ой, какой хороший урон туда заходит, смотрите. Так, давайте, погнали в атаку. Погнали в атаку. И я еще добавлю даже короля скелетов. Чуть пониже, правда. Так, здесь торнадо. Король скелетов использует обилку после его стрелы. Все, это победа. Здесь он уже не задефается. Здесь точно не задефается. Жесткая колода. Мне понравилось. Мне понравилось. Давайте посмотрим на статистику моего соперника. Забыл я это записать сразу. 6110, 13 уровень, 6400 в рекорде. Неплохой был противник, но за счет этой колоды удалось его обыграть.
Ну а далее всем знакомая классическая кладба. В топе мира предпочитают играть с сборкой с Валькирией, а не с Рыцарем. Причем огромное количество игр сыграно, 52,1% винрейт. И лучший результат данной колоды на момент записи видео показывает игрок King, занимающий 6-е место. Классическая кладба, вариация с Валькирией. Именно с Валькирией она играет сейчас, потому что огромное количество колод с королевскими кабанами. И в топе, и в целом в глобале. Точнее, одной колоды с королевой лучниц и с королевскими кабанами. Все мы ее прекрасно знаем. Можно было, кстати, сейчас попробовать в атаку пойти с кладбой, но я решил сыграть понадежнее. К сожалению, надгробие у меня в конце, в самом цикла. Давайте Валькирию тогда поставим против мини-пеки. Торнадо все равно придется использовать. Яд он, кстати, отдал. И это значит, что можно попробовать. Давайте попробуем. Ой, криво, у меня соскочил палец, друзья. Так криво кладбу использовал, ужас. Но самое главное, что урон заходит. Конечно, больше бы урон я нанес, если бы так жестко не накосячил. Обидно, но... хотя, смотрите-то. Практически вышку снес, даже с учетом такого кривого использования кладбища. И давай, ледяной колдун, я знаю, ты можешь. Не особо-то он может. Урон, конечно, это не его фишка. Так, снова начинает. Надгробие не хочется сразу ставить. Давайте поставим Валькирию для начала. Если что, на поддержку, на карты поддержки есть яд. Ну а так давайте надгробие поставим. Причем, чтобы скелетики шли на правую сторону, чтобы мини-пека по скелетикам дамажил для начала. Яд снова отдает. Ничему его жизнь не учит. Давайте здесь так сыграем. И торнадо. И защитились. Отлично, кстати, защитились. Единственное, что у нас ничего не выжило. Агрессивно юноша играет. Или не юноша, не знаю. Кто уж там. Блин, а что это такое? Почему не пошел? Ладно, исправляем ошибку, исправляем свой косяк. Много эликсира я потратил сейчас. Но мне, по сути, нужно только защищаться. Я там пару ядов закину и выиграю сразу. Давайте вот так сделаем. Просто одну кладбу в атаку. Много эликсира не хочу тратить. Вот теперь яд закидываем. Но это должна быть минус вышка, по идее. Давайте использую я здесь... Ну, это победа. Очень агрессивно он играл, постоянно выставлял гиганта, при этом не обладал преимуществом по эликсиру, ну и поэтому, собственно, проиграл. По кладбе классической сказать нечего, сами вы знаете эту колоду прекрасно. Давайте посмотрим уровень моего соперника. Не забывайте, кстати, друзья, использовать уровни мастерства, потому что если вы его не использовали, то есть вот не активировали это, не забрали награду, то потом, если вы будете продолжать играть, то сгорают ваши достижения, не плюсуются к этим ачивкам, насколько я понял. 6006, 656 в рекорде. Ну, послабее, чем предыдущий соперник. Переходим к следующей колоде. И эта колода также с кладбой, но на этот раз с гигантом, ведьмой и королем скелетов. 53% ее винрейт за последнюю неделю в топе 1000. И при этом лучший результат показывает игрок, находящийся на 11 месте на момент записи видео. Гиганта кладба. Мне эта колода вообще не нравится. Я вот, если честно, не люблю этот архетип. Давайте посмотрим, что будет делать мой соперник. Сразу атакует, и у меня нет, как обычно, конечно же, подходящей карты. Пришлось крутиться до ведьмы, выставлять ее.
Не, в атаку я идти не буду, да. Понятно, что у него за колода. Вот теперь пойду в атаку. Пушка сейчас будет и землетрясение, да? Если он... он играет с стражами. Это плохо. Это для меня плохо. Сейчас копит он на кабанов землетрясением, очевидно. И будет ли он по одной стороне атаковать? Если будет, то у меня гигант... да, по одной стороне он атакует. Ну, мы здесь со снежком задефаемся и королем скелетов. Так, давайте ведьму, подготовимся здесь защищаться. И миньончиков также готовлю. Ой-ой-ой, вот это ошибка его. Вот теперь у него проблемы. По двум сторонам атакуем. По правой я закидываю... Пусть землетрясение туда отдает, короче. Нет. Не прошла атака. Ну он докрутился до королевской почты, что тоже, в принципе, норм для меня. Так, со снежком снова и королем скелетов дефаемся, как и до этого. Готовим стрелы. Активируем способность. Закидываем снежок. И... Так, ну а что и? Не так и хорошо получилось-то. Давайте ведьму сразу. И землетряс он будет отдавать? Да, дает землетряс. Хороший землетряс от него. Плохо, плохо. Давайте из глубины снова начну свою атаку. Посмотрим. Он сейчас должен скидывать королевскую почту. Да, он ее скидывает. Я здесь гиганта ставлю. Гиганта, кладбу, миньонов из серединки я закину. Сюда снежок и стрелы. После бревна отдаю я... Использую способность. После бревна именно. Ну и защищаться уже готовимся. Ведьму для этого выставляю. И повыше, возможно, армию скелетов. Нет. Тогда идем дальше. Идем в атаку снова. Снова в атаку. Кладбу. Снежок. Готовимся защищаться уже. Снова опять. Защиту надо делать. На этот раз со стрелами будем защищаться. Ну, хорошая защита на самом деле удалась. Единственное, что у меня сейчас... Вот, тройной эликсир пошел. Давайте, погнали. Кладба. Снежок. Стрелы. И активация способности. Еще одна кладба. Снежок. И стрелы. И это победа. Это победа, да. Фух. Сложнейшая игра. Хорошо отыгрывал мой соперник, но тем не менее удалось выиграть. Далее колода, про которую я вам уже неоднократно рассказывал. Создан у меня специально под эту колоду отдельный аккаунт и даже отдельный плейлист на канале, в котором я играю только этой колодой. Там показано, как я ее начал прокачивать, как переделывал аккаунт под нее. Ну и лучший результат данным спелбейтом занимает 252 место. Игрок с трудночитаемым ником. Для этой колоды у меня есть специальный аккаунт. Мой самый любимый спелбейт. Опа, сразу же ракету заставляет меня использовать мой соперник против его шарика. Ну все, сразу делаем вы... Ого! Серьезно? И посмотрите, у меня ни одного противоответа, кроме ракеты, это и не было. Ладно.
15-й шар мы уже никак не остановим. Я пойду размениваться. Ну это жесть. Чувак просто 2 подряд через зеркало кидает 2 подряд шарика, и это работает. Это работает, потому что у меня нет ни одной противовоздушной карты в стартовой руке. Офигенно, Clash Royale. Спасибо. Пока я тут эмоционировал, он бандитку еще из середины кинул, и это сработало снова. Ну, прикольненько, прикольненько, что сказать. Давайте расставимся таким образом. Сюда гоблинскую бочку, слева принцессу. У меня накоплен эликсир, и сейчас я буду его наказывать за такую дерзость. По правой стороне я проигнорирую грома. Мне приходится сейчас много урона получать, друзья, из-за того, что вот такое начало отвратительной игры было. Мне надо как-то камбэкать. Поэтому, собственно, такие дела. Ну, это уже наглость. Это уже наглость, это перебор. Давайте принцессу снова на расстрел вышек. Ну, сейчас разбойники сами по себе по правой стороне много урона нанесут, поэтому, да, нет смысла никакого туда ничего добавлять. Сколько наносит снежок урона? 77, да, правую вышку я добью в любом случае. Так. Будет шарик из середины, например? Нет, не будет. Ладно, тогда кайтим. Давайте добьем просто... Придется ракету отдавать. Так, давайте, гоблинская бочка. Бандитку успеваем поймать, и все. Осталось закинуть ракету в него. Давайте вот так повозку с пушкой, он не успеет, я думаю, предугадать. Да. Копим на ракету. На ракету ли? Да, на ракету. Фух. Да уж, ну игра. Далее еще одна очень интересная переделка. Был Хог 2.6, заменили фаербол на землетрясение, заменили ледяного духа на огненного духа, и получился Хог 2.5 с винрейтом 52,7% с огромным количеством игр, и все это в топе мира статистика. Третье место занимает Иан, 2 семерки, игрок данной колодой, и это говорит о ее очень неплохом потенциале. Хог 2.5 с огненным духом вместо ледяного и с землетрясением вместо фаербола. Это интересно должно быть. Очень быстрая колода, поэтому будем быстро тыкать в экран. Нет, конечно нет. Все надо делать с осмыслением в Clash Royale. Так, землетряс отдадим. К сожалению, землетряс у меня 11 уровня, поэтому даже 13-е скелетики умирают с 2 тычек только. Опа, вот это плохо. Давайте притормозим их продвижение. Ну, сделал все, что мог. Хороший фаербол еще залетел в меня, поэтому урон я получил, конечно, значительный. А если у него гоблинская бочка? Мне кажется, что есть. В всяком случае, есть такое... А, нет. Понятно, что нету теперь. Так, давайте мушкета чуть левее поставим от пушки. Пушку задефали. Так, ледяного голема ставим. Будет он фаербол закидывать или ордой миньонов? Если ордой миньонов... Не буду пока огненного духа выставлять. Посмотрим, что он будет делать. Да, у него еще армия скелетов тем более есть. Ну а сейчас он будет явно дефаться ордой миньонов от моего Хога, поэтому сразу давайте огненного духа закинем. А вот это очень плохо. Вот это прям очень плохо. Блин, сейчас орда миньонов, да. Давайте катить.
Так, активацию устроили. Миньонов теперь надо убивать срочно. Здесь пушка. Пушка. Крутимся, крутимся. Да, мне бы сейчас, конечно, фаербольчик не помешал в этой игре. Так, землетрясение. Бревнишко отдаем. Не иду я в атаку ни в коем случае. У него такая жесткая колода для меня, что мне надо, конечно, защищаться здесь. Все еще не иду в атаку. Давайте поставим пушку. Землетряс скинем. Еще одну пушку сюда налево поставим. Так, много ты эликсира тратишь, дружочек. Армия скелетов у тебя там, но она тебе не поможет. Потому что у меня заранее уже идет здесь бревнишко. И это победа. Это победа. Ух, сложно было, сложно. Но колода, кстати, даже без фаербола вывезла сложнейший матчап. Поэтому я думаю, что это имеет смысл убыстрять Хога 2.6 при помощи землетрясения вместо фаербола. Кстати, эта статистика лучше эта колода, вернее, по статистике себя гораздо лучше сейчас показывает, чем Хог 2.6. Ну а далее колода, про которую я вам неоднократно рассказывал, друзья. Очень сильная дека, и также до сих пор никак не могут ее нормально научиться контрить многие игроки. Точнее, эта колода контрит огромное количество актуальных колод, которые очень популярны, и за счет этого, конечно, у нее держится высокий винрейт. Ну и двумя финальными колодами могу я сыграть на основном аккаунте, потому что фуловая прокачка здесь. Ну и давайте посмотрим, что предложит нам наш соперник. Не хочу я первым выставляться. Хорошо. Уже +2. Вот это плохо. Давайте докрутимся, может быть, до молнии. Специально на левую сторону, на правую сторону, там где... Сборщик у него атакую, чтобы молнию использовать и сборщик убить. И, ну вы поняли. Здесь хорошо у нас есть королевский призрак. Против кабанов хорошо эта колода работает. Просто замечательно, потому что и королевский призрак, и мега-рыцарь. Но тут надо понимать, против чего я играю. Если это колода с 3 мушкетами, то все вообще шикарно. Хотя вообще уже и так все шикарно, просто потому что... У нас есть ответ на королевских кабанов. Но здесь я, пожалуй, отдам снежок, потому что зря я... Но я не знал, что у него еще бандитка есть, если честно. Тем не менее, надо, конечно, поаккуратнее быть. Давайте электродуха скинем. И молнию сюда отдаем. Хорошая от него активация главного здания. Ну что, он забайтил меня на молнию. Будет он выставлять 3 мушкетов? Ой, вот это ошибка от него. Это ошибка огромная. И вообще не... нет, одну тычку все-таки делает. Так, чем будет защищаться? Смотрим, что будет выставлять. Готовим либо бандитку, либо королеву лучниц. Бандитка. Здесь идет бандитка. Ай-яй-яй. Ну ладно, тогда еще королеву лучниц. Молнию готовим. Нет, не надо молнию готовить. Да, готовим молнию. Все-таки отдаем ее здесь. Ну и смотрим, что он будет делать. Да, все-таки с 3 мушкетами колода. Усиляем левый фланг, потому что по правому мы закинем просто мега-рыцаря, и все будет хорошо. Так и поступаем. Но по левой стороне сразу проблемы. Давайте по левой стороне идем, потому что у нас здесь и мега-рыцарь жив. Давай, давай, королева лучниц. Не дает королева лучниц, вообще не дает.
Ну, здесь мега-рыцарь на левую сторону. Всадницу не буду, наверное, накидывать здесь. Да, я здесь лучше электродуха скину. Королеву-лучницу вот так вот. Ну и все, я думаю, что мне надо идти в атаку. Здесь снежок. Ну все, это должна быть победа. Хотя он фейербола дает. Ай, сложно, сложно. Молодец, тоже хорошо играет. Так, давайте я вот так сделаю. Всех 3 мушкетов убиваем за 6 единиц эликсира. Выгодно. Королеву лучниц здесь. Да, фаербол это понятно было. Ну а мы идем в атаку. Идем в атаку и снова убиваем всех 3 мушкетов. Ладно, бандитку, а не 3 мушкетов. Но здесь снежок, да, и все, это победа. Фух, достаточно сложно было. Молодец мой соперник. Так и так пытался меня забайтить, но не получилось. Ну, у меня была контра еще к тому же, кстати. Ну и напоследок, ничего удивительного, друзья. Самая сильная колода текущего баланса. Я думаю, что все изменится с выходом нового баланса. Тем не менее, эта колода никуда не денется, на мой взгляд. И сейчас она сверхпопулярна. И 52,6% винрейт намекает, почему она сверхпопулярна. Второе место, да там на самом деле еще и третье место, и первое периодически, четвертое и пятое в топе мира занимают игроки данной колодой. И пожалуй, самая сильная колода в текущем балансе это вот она. С королевскими кабанами, с королевой лучниц. Жесткая дека, с очень быстрым циклом, с отличной защитой. Ну и судя по всему, я нарвался на спелбейт. Зря я бревнишко, соответственно, отдал, получается. Хотя нет, смотрите, какая-то самоделка, видимо. Так, фейербол у него имеется. Давайте бревно, может, он еще отдаст какое-нибудь. Да, бревно он отдает. Мы здесь королевской почтой слева задефаемся. Не представляю пока, что за колода. Может быть, это, кстати, мортира? Да, мортира, действительно. Да, землетряс отдам, просто чтобы наша королева-лучница побольше запас здоровья сохранила. Хотя не надо было, да, не надо было. Вот он и радуется, гад такой. Будет шахтер? Нет, пока не будет. Ладно. Фаербол у него есть. Может быть, имеет смысл, пока у него нет сейчас в руке мортиры, атаковать по 2 сторонам. Да. Давайте еще бревнишко выманим. Докрутимся при этом до почты королевской. Ой-ой-ой, ошибся. Вернее, не знал, что вот так вытолкнется. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень плохо. Очень плохо. Ну, здесь придется так играть. Давайте пушкой будем дефаться от его мортиры. Пушка плюс землетряс. Будет нормально, по идее. Да или нет? Так, давайте королева. Пусть он выставляет. Ага, пушка. Вот она пошла пушка. Вернее, мортира. А от нас пушка. Королеву лучницу в инвиз. И по 2 сторонам атакуем с ней. По левой стороне огненный дух, потому что там должны быть летучие мышки. А, нет, он решил на правую сторону летучих мышек. Вернее, на левую. Так, давайте королевская почта. Ой, по-моему, я пушку не дотянул. Да. Ну ладно, мы здесь землетряс плюс бревно задефаемся.
Ай, не успел. Давайте по двум сторонам атакуем снова. Землетряс здесь отдам. Ой, хороший урон королева наносит. Пушку ставлю повыше, чтобы блокировать мортиру, возможно. Не будет мортиры сейчас. Вот сейчас она будет. Инвиз. И давай. Нет, не дает. Блин. Это еще можно и проиграть сейчас будет. Не, хорошо, почту скинул вовремя. Так. Будет фаербол от него? Я подставился. Да, фаербол есть. Давайте его забайтим за... Да, забайтили. Так, здесь бревнишка и землетряс. Ну все, по идее его надо уже просто добивать. Да, все, победа. Вот такая колода очень сильная, друзья. Самая сильная, но после изменения баланса, конечно же, я думаю, что она будет гораздо слабее. Хотя из всех карт понерфят только королеву лучниц, и то не настолько сильно, чтобы эта колода пропала из мета. Так что не переживайте, я думаю, она будет актуальна и дальше, те, кто ей играют. Что ж, друзья, топ-7 колод уходящего сезона мы с вами рассмотрели. Напишите в комментарии, какой колодой лично вы будете заканчивать этот сезон. Самодельная эта колода, метовая ли. В общем, жду ваших оценок, как обычно. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.